Сегодня мы поговорим о витамине В1 тиамин с комментарием врача-диетолога. Для начала подпишись на канал, нажми на колокольчик и в конце поставь лайк, так больше людей увидят это видео. Спасибо, друзья, за вашу поддержку и спонсорство. Наша команда очень вам благодарна. Все варианты помощи в описании. Ну тогда начнем. Витамин В1 является одним из 8 витаминов группы В, также известный как тиамин. Микроэлемент может накапливаться в организме короткое время, поэтому для поддержания надлежащего уровня в крови необходим сбалансированный рацион. Помогает вырабатывать энергию из пищи, способствует метаболизму глюкозы и обеспечивает правильное функционирование нервов, мозга, мышц и сердца. Дефицит может негативно отразиться на здоровье, поэтому важно своевременно пройти диагностику и провести лечение. Водорастворимый витамин естественным образом присутствует в некоторых продуктах или поставляется в виде пищевых добавок. Во время энергетического обмена тиамин играет важную роль в организме человека. Он активно всасывается и пассивно диффундирует в тонком кишечнике в пищевых и фармакологических дозах соответственно. В крови фермент тиамин дифосфокиназа превращает тиамин в его активную форму тиамин-пирофосфат. Ученые обнаружили, что человек нуждается в достаточном количестве витамина В1 для регулирования жизненно важных процессов. Нервная система полезен для пожилых людей с болезнью Альцгеймера. При любом типе деменции предотвращает повреждение мозга и возрастную нейродегенерацию. Сердце вырабатывает ацетилхолин для поддержания стабильной и здоровой работы сердца. Дефицит тиамина может вызвать нерегулярное сердцебиение и другие сердечно-сосудистые заболевания. Микроэлемент снижает кровяное давление, уменьшая риск развития хронической гипертонии. Инфекция в сочетании с аскорбиновой кислотой уменьшает последствия сепсиса. Снижает риск почечной недостаточности, которая часто возникает в результате инфекции. Память улучшает концентрацию внимания, способствует лучшему запоминанию информации. Витамин В1 необходим для производства глюкозы, которую организм использует для передачи энергии всем органам и тканям. Болезни Альцгеймера и диабет развиваются или прогрессируют при снижении уровня глюкозы в организме. Прием тиамина предотвращает эти состояния. Ученые считают В1 антистрессовым питательным веществом, которое помогает справляться с любыми состояниями, вызванные стрессом. Например, повышает защитные функции организма, улучшает настроение и общее физиологическое самочувствие. Тиамин является эффективным средством для лечения катаракты. Исследования показывают, что он играет важную роль в различных метаболических процессах по всему организму. Прием этого витамина помогает справиться с чрезмерной массой тела, предотвратив ожирение. Также В1 необходим для поддержки развития мозга ребенка во время внутриутробного развития. Тиамин не синтезируется человеком и не накапливается в больших количествах в организме. Одна из его фосфорилированных форм – тиаминдифосфат, также известный как тиамин-пирофосфат, является основной активной формой витамина. Тиаминдифосфат – необходимый кофактор для нескольких ферментов, участвующих в гликолитическом пути, цикле лимонной кислоты, пентозофосфатном пути и деградации аминокислот с разветвленной цепью. Витамин В1 используется для лечения различных генетических нарушений, связанных с вышеуказанными метаболическими путями и синдромами дефицита тиамина. Авитаминоз – синдром Верники-Корсакова. Пероральный тиамин используется в лечении некоторых патофизиологических состояний, связанных с диабетом, сердечной недостаточностью и гиперметаболизмом. Оптимальная дозировка для получения полезных эффектов неизвестна. Редкие побочные эффекты тиамина были связаны с аллергическими реакциями. Пероральные дозы 3 грамма в день и выше использовались в течение длительных периодов времени без вредных последствий. Свободный тиамин всасывается организмом с помощью транспортной системы в проксимальном отделе тонкой кишки. Слизистая кишечника ограничивает количество В1, которое может быть поглощено при однократном приеме внутрь. По этой причине были разработаны альтернативные формы тиамина, производные эсацилтиамина, жирорастворимые производные дисульфида тиамина, которые лучше усваиваются организмом. Максимальная суточная норма составляет 5 мг. Общее количество тиамина в организме составляет 30 мг. Часть микроэлемента циркулирует в составе красных кровяных телец. Остаток содержится в сердце, почках, печени, скелетной мускулатуре и головном мозге. В отличие от В12, запасы тиамина сохраняются в организме только на протяжении 3 недель. По этой причине его необходимо периодически восполнять.
Этот микроэлемент очень важен для правильного развития детей. Даже здоровый ребенок может подвергаться развитию дефицитных состояний. При частых вирусных инфекциях возникает необходимость в использовании дополнительных биологически активных добавок к пище. Потребность в тиамине у детей с 4 до 18 лет суточная норма 1 мг в сутки. Недостаток В1 ухудшает энергетический обмен, деятельность нервной системы. Возникают нарушения со стороны желез внутренней секреции, сосудистых структур и сердца. Также страдают защитные функции организма. У детей грудного возраста дефицит тиамина может стать причиной внезапной смерти. Научно доказано, что прием витаминных добавок улучшает познавательные способности в молодом возрасте. Для взрослых рекомендованная суточная доза составляет 1,5 мг. Для спортсменов и лиц, занимающихся тяжелым физическим трудом, потребность возрастает до 2,5 мг. Избыток В1 выводится с мочой. Передозировка возникает крайне редко, так как тиамин является малотоксичным веществом. Порог токсичности составляет от 100 мг и выше при парентеральном введении. В этой дозировке происходит угнетение фермента холинестеразы и гистаминазы, что приводит к аллергическим реакциям. Дефицит возникает из-за нарушения всасывания в кишечнике или высокой скорости выведения. Например, у людей с алкогольной зависимостью, синдромом приобретенного иммунодефицита, СПИД и недоеданием. Дефицитные состояния преимущественно наблюдаются при гипертиреозе, сахарном диабете, системных инфекциях, алкогольной зависимости, почечной недостаточности, злокачественных новообразованиях, заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Также недостаток тиамина возникает у людей пожилого возраста, беременных женщин и кормящих матерей. Дефицит не исключен при голодании или несбалансированном питании. Заболевания, при которых требуются увеличенные дозировки витамина В1. Тиамин используется для профилактики и лечения различных болезней. Целью назначения является восполнение дефицита, нейтрализация последствий алкоголизма или медикаментозной терапии. Увеличенные дозировки тиамина требуются при следующих болезнях. Первое. Рассеянный склероз. При хроническом демиелинизирующем заболевании В1 выполняет роль регулятора отдельных физиологических и биохимических процессов. Тиамин выполняет защитную функцию, приостанавливая прогрессирование рассеянного склероза. Второе. Миостения. Назначается для повышения уровня ацетилхолина. При хроническом аутоиммунном нервно-мышечном заболевании тиамин назначается в инъекциях. Речь идет о витаминзависимом состоянии. Терапевтическая дозировка в 1000 раз превышает минимальную суточную потребность. Третье. Дефицит соляной кислоты. Несколько витаминов группы В необходимы для поддержания выработки соляной кислоты. Тиамин стимулирует пищеварение, улучшает выработку желудочного сока и нормализует мышечный тонус кишечника. Четвертое. Головные боли, напряжение или мигрень. Большие дозы тиамина, наряду с другими витаминами группы В, помогли многим страдающим от головной боли. Длительная терапия от 3 до 6 месяцев уменьшает головные боли на 50%. Пятое. Неврит, невропатия. Хронический дефицит В1 приводит к развитию парестезии, сухожильных рефлексов и онемения. Тиамин положительно влияет на биохимические процессы обмена глюкозы путем активации фермента транскиталазы. Терапия уменьшает эндотелиальную дисфункцию, окисление липидов. Шестое. Диабет второго типа. Результаты исследования показывают, что ежедневный прием высоких доз витамина В1 может помочь диабетикам снизить риск повреждения почек. Ранним признаком является микроальбуминурия, при которой почки выделяют альбумин с мочой. Тиамин обращает вспять раннее диабетическое заболевание органа мочевыделительной системы. В1 антиалкогольный антиоксидант обеспечивает 100% защиту от смерти, вызванной ацетальдегидом. Рекомендуется принимать до распития спиртных напитков и на утро после застолья. Женщины с менструальными спазмами средней и тяжелой степени при лечении витамином В1 100 мг ежедневно внутрь. В течение 3 месяцев получают положительный результат. В 87% случаев отмечается полное излечение. У 8% пациенток почти полностью проходят симптомы. Только в 5% случаев польза отсутствует.
Тиамин не связан с белками. Микроэлемент свободно фильтруется почками и выводится естественным образом с мочой. Все факторы, которые увеличивают объем выделенной мочи, диурез, повышают выведение B1, что может стать причиной развития дефицитного состояния. Если дефицит тиамина затягивается или не лечится, человек подвергается риску развития симптомов на поздней стадии. Это состояние называется синдромом Верники-Корсакова. Чаще встречается среди людей, злоупотребляющих алкоголем, употребляющих наркотики или у тех, кто страдает тяжелыми желудочно-кишечными расстройствами, раком, СПИДом. Энцефалопатия Верники проявляется полиневропатией, атаксией, офтальмоплегией и нарушениями походки. При отсутствии своевременного лечения это состояние может в конечном итоге развиться в корсаковский психоз с признаками тяжелой кратковременной амнезии, дезориентации, конфабуляции и галлюцинаций. Определение уровня витамина В1 в организме. Уровень тиамина в сыворотке крови не является надежным показателем тиаминового статуса. Однако функцию В1 можно измерить по активности транскеталазы эритроцитов. ACTA. Показатели ACTA от 0 до 15%. Адекватное значение от 15 до 25%. Умеренный риск 25 или выше. Высокий риск дефицита тиамина. Прямое измерение типа эритроцитов может быть выполнено с помощью анализа венозной крови и обладает большей чувствительностью, специфичностью, точностью и надежностью. Концентрация тиамин-пирофосфата в цельной крови колеблется от 70 до 180 наномоль на литр. Результаты анализа мочи можно использовать для измерения адекватного потребления микроэлемента с пищей. Однако это не отражает запасы тиамина в организме. У взрослых экскреция менее 100 микрограмм в сутки указывает на недостаточное потребление, а менее 40 микрограмм в сутки на дефицит. В каких продуктах питания содержится витамин В1? Многие продукты животного и растительного происхождения богаты тиамином, поэтому можно легко удовлетворить ежедневные потребности с помощью разнообразной и сбалансированной диеты. Проблема отсутствует даже для людей, ведущих вегетарианский или веганский образ жизни. Продукты, насыщенные тиамином, указала по убыванию содержания в них тиамина. Рисовые отруби, воздушный рис, спирулина, зародыши пшеницы, льняное семя, семена подсолнечника, овсяные отруби, кунжут, орех макадамия, свинина, рыба, черная фасоль, чечевица. В среднем в данных продуктах содержится 1 мг тиамина на 100 граммов продукта. Количество микроэлемента снижается при термической обработке продуктов. Чтобы сохранить пользу, солить блюдо следует непосредственно перед едой. Содержание тиамина в сырых продуктах в 4 раза выше, чем в рафинированных и термически обработанных. Заморозка снижает питательную ценность на 5%, сушка на 30%. Условия для максимального усвоения витамина В1. Уровень тиамина снижается при гиповитаминозе. Самая частая причина – несбалансированное питание, злоупотребление выпечкой из белой муки, белым рисом и рафинированным сахаром. Эти продукты препятствуют усвоению микроэлемента. Дубильные вещества, которые содержатся в красном вине и чае, нейтрализуют действие витамина В1. Абсорбция в кишечнике нарушается при болезни Крона, целиакии, холецистите, воспалении печени и поджелудочной железы. Вещества, усиливающие действие тиамина. Не рекомендовано одновременное внутримышечное введение тиамина, цинокобаламина и перидоксина. В12 усиливает аллергизирующее воздействие, а В6 ухудшает переваривание микроэлементов в биологически активную форму. Действие витамина В1 усиливает реагент Эрлиха. После введения больших доз часто развивается анафилактическая реакция. Недопустимо смешивание со снотворными средствами, стрептомицином, никотиновой кислотой и бензилпенициллином. Это обусловлено тем, что тиамин уменьшает их эффективность. Информация в видео не предназначена для постановки диагноза, лечения или медицинской консультации. Она носит исключительно информационный характер. Обязательно консультируйтесь с врачом по любым медицинским вопросам, методам диагностики и доступным вариантам лечения. Будьте внимательны к своему здоровью и не забывайте вовремя проходить контрольные исследования, если это требуется. Обращайтесь за помощью к грамотному специалисту и никакого самолечения. На этом все. Здоровья и удачи вам, друзья!